Итак, ребят, я вас категорически приветствую. Собственно, начинается наш ивент, рок изобилия, новый герой. У меня еще нет Драгары. Ну, будем пытаться ее вытащить. Ибо деваться нам больше некуда. Ну, собственно, поехали. Так, вперед к приключениям. Ну, какая штука у нас тут. Бонус к наградам. Награды в сундуках рулетки увеличены. И эпический свиток нам дают. Вот как интересно. Изменилось у них сам формат события. То есть теперь вот такие еще награды появились. Может быть, злодей пытается испортить еще и праздничное подношение богам. Ну, вперед к приключениям. Давайте посмотрим. Вот так теперь выглядит. Карта боссы. Рулетка. И здесь история. Ну, интересно сделали. Давайте скидки сразу посмотрим, что они нам хотят предложить. Лавка искр. То есть можем мы купить вот такой наборчик за 249, 3 штучки. Можем купить за 500, 3 штучки. Фонтан искр у нас есть за 1000 рублей. Каскад искр за 1500. И, соответственно, фейерверк искр 12 тысяч яиц. 2000 изумрудов, 2000 очков випа. Ну и 10 сундучков, 2500. И также есть набор событий, вот такой вот. 2500 с новым героем. 700 карточек нового героя. Плюс еще эпическая Драгара. 6000 яиц. Ну и все такое прочее. Ну это боевой комплект. Ладно, поехали. Что тут? Может что-то поменялось? Победите шаманку. Переходим в бой. У меня сейчас Джимми стоит. Ну, будем побеждать, значит, Джимми. Покажу свое право сидеть за этим праздничным столом вместе с остальными. Хорошо. И до свидания. Я вообще хотел спросить, не видела ли ты кого подозрительного на фестивале? В ваш спор с друидами я больше не вмешиваюсь, а на празднике всем одинаково рады. Что-то я погорячилась, извини. Но ты же знаешь, как я отношусь к спору за территорию леса. О пространности тебе лучше кого-нибудь из сатиров спросить. Они тут дольше всех веселятся и наверняка кого-то видели. Так, убили мы шаманку. Выходим на карту. Забираем свою награду. Вот так теперь все это делается. Тут же нам выдается, что купите за 249 2500 яиц, 2 свитка полубогов, 200 очков випа и сундучок. Кстати, неплохое предложение на самом деле. Если сравнивать его за 249, здесь нам дают 1250, 150 и 200. Здесь нам дают 2500, но не дают изумруды. То есть дело такое. Изумруды тоже важны. Так, убейте 5 вражеских героев в бою против других игроков. Ну, замечательно. Мы возьмем Огра и пойдем в потасовку, убьем 5 наших врагов. Все, взяли. Ну и понеслась. Так, надо нам убить врагов. Ну, начнем мы вот так вот. Не думаю, что здесь будет прям что-то сложное. Хотя, всякое может быть. Вот, как видите. Так, так, так. Давайте вот так вот сыграем. Раскидаем еще рунок. И нанесем немножко урона. Ну, понятное дело. Так. Тогда давайте вот так вот сделаем. Убить он нас пока не убьет. Ну, отлично, он выпустил. Мы как раз наберем урончику. Поставим Грейс. Двойная атака. Мертвый лорд убит. Ну и добиваем Александрию.
Так, вот так он ставит. Ну, давайте вот так тогда. И добиваем. Убили мы 5 врагов, не убили, но вроде должны были. Получаем мы 50 искр, как вы знаете, за первую победу всегда дают 50 искр. Да, мы убили 5 врагов, забираем свои 60 еще искорок. И теперь нам говорят, найдите 200 душ героев. А здесь нам надо получите 5 редких героев при совершении призыва или в сундуках. Ну, мы сейчас как раз одно задание, точнее 2 задания за раз и выполним. То есть найдем мы и редких героев, и заодно и души получим. Вот. Хорошо, я этот тотемчик потихоньку собираю. 200 нашли. Здесь у нас 4. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Сейчас посмотрим. Вроде должен быть сундучок. Ой, не туда зашел. Вроде должен быть сундучок у меня. А, нет, еще не готов. Ну, тогда, значит, сюда зайдем. Все равно надо собрать. По идее, нам должны засчитать эти души редкие. Или нет? Или только при совершении призыва их считают? Нет, значит, только при совершении призыва считают. Учитывайте это. Да, я понял, что рок изобилия, что 2500 рублей. Их у меня нема. Так что идем и еще один раз открываем. Получаем мы 5 редких героев. Всего один упал. Ну, хотя бы один гарантированный. Забираем мы это задание, сделали. Сколько нам здесь? 150 дают. Ну, отлично. Так, и теперь нам надо победить Сатира. Ну, идем побеждать Сатира. Эй, Сатир, не хочешь пропустить со мной пару кружек, как в старые добрые времена? Я оскорблен до глубины души. Все думают, что я только и делаю, что пью круглыми сутками. Да ты что, я же по-дружески. И ничего такого не имел в виду. Маркиз де Сад никому не позволит называть себя пьяницей. Ну, не позволишь и не надо. Тогда убиваем его. И идем дальше. Лорд-хранитель, это ты? Извини, сразу не признал. Конечно, давай по кружке пенного. Как-нибудь в следующий раз тогда. Тут такое дело, но это секрет, сам понимаешь. Накануне кто-то испортил почти всю еду для пира. Ты, может, видел, что странно? Странного? Да я чуть не умер от страха, когда ту тварь глазастую увидел. Порхала рядом с припасами. Я-то подумал, что точно пора завязывать пить. А потом увидел рядом с ней Драгару. Угу. История развивается. Получаем мы 60 искорок, 17 карточек Сатира. И 90 еще искр. Так, надо нам повысить героев природы 4 раза. Ну, переходим и повышаем. Так, природа. Повысить 4 раза. Кого мы тут можем повысить 4 раза? Так. 4 раза. Вот я хотел черепашку повысить. Так, пробуждение у нее на 16. Повысим ее 4 раза. Все равно хотел это сделать. Эпический череп. И тотемчик. Вот он, да. Раз. 2. 3. Как раз до 11. Пятнашку он наносит. На 16 будет наносить уже 21. Хорошо. Все, забираем мы 100 искр. И идем убивать незнакомку. Вот она, новый герой, незнакомка. Сейчас посмотрим, что она вообще может. Как лорд-хранитель Пангеи, приветствую тебя на этом празднике. Кажется, мы не знакомы. Верно, я много странствую в этих краях впервые. И сразу решила злоупотребить нашим гостеприимством и уничтожить урожай. Да как ты смеешь обменять меня в таком?
Понятно, что у нее способности отсутствуют. Так, ну, да фиг его знает. Ну, давайте так начнем. Тут без разницы, в принципе, за 2 хода мы ее убиваем. И все. Я всего лишь немного подкрепилась. Скажи спасибо, что это были плоды, а не твои подданные. А я не подозревал, насколько бабочки могут быть прожорливыми. Но больше ты ничего не испортишь. Я и не собиралась. Да, не задалось наше знакомство. Увидимся, когда будешь поприветливее. Эй, я с тобой еще не закончил. Ну, походу, она закончила. Вырубила. Так, смотрим. Новая карточка. Связи. Так, пробивание 3. И на 6-м уровне при смерти наносит 6 раненым врагам в линии. Ну, синька, она и есть синька. Так, забираем 110 карточек. Нам еще раз предлагают еще одно за 249. Ну, это то же самое фактически. Вспышка искр как раз. Так, надо нам победить других игроков 3 раза. Ну, идем мы, соответственно, к друзьям. Так, отправляем мы карточки. Идем к ученикам. Заходим к первому попавшемуся. Нажимаем в бой. Насколько я помню, это здесь задание работает. Да, работает здесь это задание, так что смело выполняйте его спокойно и никуда не торопясь. Опять заходим, опять в бой. Что-то он постоянно первый ходит, как-то настораживает это. Убиваем. Второй раз выполнили. Ну и третью попыточку тратим. И убиваем третий раз его. В бой. Опять он первый ходит. Да что ж такое-то? Все, победа. Я вот смотрю на него, вспоминаю, каким я был тогда. Когда только начинал. Так, забираем 120 искр. И вот здесь уже надо нам получить 12 героев при совершении призыва или в сундуках, кроме магазина. И найдите 200 душ героев, властительница воинов, сатир или мотылек. Властительница воинов, сатир. Ну, мотылька мы откидываем. Насколько я знаю, властительница воинов и сатир. Можно ли кого-то из белых получить? По-моему, нет. Так, природа. Эволюция. Так, нет. Эволюция. Нет. Здесь, по-моему, тоже нет. Ну и, короче, невозможно здесь получить, я так понимаю, героев. Придется делать призывы. Эволюция. Нет, они чисто между собой завязаны. Окей. Тогда идем. Все равно доставать нам 12 героев надо. Поэтому попытаемся отсюда достать. Может получится, может не получится. О, отлично. Выполнили мы это задание. Теперь достаем просто 12 героев. С первого раза очень удачно упало. Все. О, еще и 518 властительницы войн. Прекрасно. Все, задание выполнено, и то. Очень хорошо. Не часто мне так везет. Да хватит мне уже рекламы, елки-палки. Вы теперь каждый раз это будете, что ли, делать? Так. Откройте редкий сундук в магазине событий 2 раза. Ну, открываем 2 раза редкий сундук. Я надеюсь, что искры будут падать мне. Нет, падает мне 60 карточек сатира. Лучше бы тогда эпик упал. Лучше бы тогда упал эпик. Это бы много проблем решило. Ну и еще 60 карточек. Мотылька. Все, задание готово. Забираем. 150 искорок. И идем побеждать предательницу. Что у нас предательница? Ну, соответственно, Драгара. Это властительница воинов. Предательница. Змейка такая у нее симпатичная. А я ведь правда был рад за тебя видеть на празднике.
Драгара, до того, как узнал, что ты тоже виновата в порче урожая. Неужели эти пьянчуги сатиры и правда что-то видели? Я просто хотел от тебя избавиться. Позволь, я объясню. Сначала тебе меч объяснит, что бывает с теми, кто переходит мне дорогу. Ну, у него скорее все-таки каменный топор, но не будем придираться очень уж сильно. Не будем придираться очень уж сильно. Так, ну, забиваем его. Я почувствовала, что от незнакомки веет тленом, а потом увидела, как она вытягивает жизнь из плодов. И решила к ней присоединиться? Нет, присоединиться к Масуре я решила, когда узнала, что ее план здорово подпортит жизнь друидам. Подожди, то есть порча урожая — это еще не весь план? Подробности она пока держит в секрете. Для меня главное друидам отомстить, а с остальными по ходу разберусь. Ну, прекрасно. Убили мы предательницу, получаем 8 искорок и 24 карточки. И практически закончили мы первую главу. Сатир у нас есть 8 уровня. Здесь они просят ускорить сундуки, я этого делать не буду. Забираем 400 искр. И совершите призыв 2 раза. Переходим. И делаем двойной призыв. 1. Как раз довыполню квест. И 2. Старайтесь не тратить вот эти монетки, копите их, они вам еще на событиях всегда пригодятся. Так, 230 карточек, ну и надо нам победить Маркиза де Сата. Переходим, нажимаем и видим Маркиза, Мохнатика. Лорд-хранитель, как насчет отблагодарить меня за ценную информацию? Обязательно, но не сейчас, есть дела поважнее. Я так и знал, а еще друг называет. Тогда я сам возьму награду. Ну, силен. Ничего не скажешь. Ну и убиваем его. Ну вот не говори только, что ты вот зависла. Это капец. Вот этот баг у них есть, был и походу будет дальше. Блин, панорама, ё-моё. Да вы прикалываетесь, что ли? Блин, я отправлю, компенсируйте как хотите, блин. Ну это трэш, блин. Ну, что за дела-то у вас творятся? Ну и что мне придется? Перезапускать теперь ее? Ну капец, блин. Я извиняюсь, господа, но, блин, ну это жизнь, блин. Так дела не делаются, это, блин. Не есть правильно, блин. Мне сейчас тратить 40 изумрудов уже сходу, блин. Отправлю этот кусок панорамиком, пусть изумруды компенсируют. Потому что, ну, это некрасиво такая ситуация. И этот баг у них уже продолжается не первый раз. То есть, я так понимаю, он был, он есть и он будет быть. Так что готовьтесь, господа, блин. Будем веселиться. Сейчас попытка, получается, сгорела. Время я потратил. Капец. Ну, что за хрень, вот, блин, как так делается, блин? Я не понимаю. Так, ладно, вот опять не получается сейчас заходить, попытки у меня уже, соответственно, нету. Да, попытки у меня нет, попытка сгорела. Вот. Трать 40 изумрудов, Сережа, ема. Капец, я их надеялся все-таки во второй главе только начать тратить. А придется уже сейчас это делать. Так, мы читали это. Давай пошустрее, бесишь, блин. Вычищаем стол. Осталось добить его. Пропускаем ход. И добиваем. Будет тебе благодарность. Только потом. Некогда мне. Надо узнать, что задумала Масура. Тоже мне тайна. Она хочет стащить у друидов рог изобилия.
Все думают, что маркиз де Сад только дебоширит. А я много чего знаю вообще-то. Проклятие, только этого не хватало. Рок не должен попасть в чужие руки. Так, забираем 90 искорок, 24 карточки. И глава у нас пройдена. 250 искр мы еще получаем. И вот теперь, как видите, мы получаем один свиточек, 290 карточек и увеличение, соответственно, награды. Получили. Теперь у нас будет эпическая драгара, 3 свитка и увеличение наград. Ну, неплохо, скажем прямо, неплохо. Так, надо нам пройти страницу. Заходим. Тратим 40 изумрудов. Это должны были первые быть потраченные изумруды. Откуда ты вообще узнала, когда и где искать рок? Для простых обывателей он должен был остаться просто легендой. Я же говорила, что много странствовал, искала секрет бессмертия. И вот поиски привели меня в зачарованный лес, к друидам и рогу изобилия. Этого нельзя допустить. Да я тебя сейчас сам в бараний рог согну. Понятно? Так, опять же, ставим, чтобы вычистить весь стол, чтобы клетки у нас были свободные. Под того же самого флосса. Ну, придется так поставить, чтобы Шамуна, если что, била. Убиваем его и начинаем проносить урон. Вот, да, началось. Вот не мог сзади себя поставить, засранец. Так, ну все, здесь добиваем. Я с тобой еще разберусь, только вот на меня какая-то слабость напала. Это ненадолго. Мне же нужно как-то подпитывать свою жизненную силу, а портить урожай ты мне запретил. Мое время уже истекло, но я не хочу умирать. Сейчас я могу поддерживать жизнь, только вытягивая ее у других. Отыскав рог, я обрету бессмертие. Ну и так, блага и богатство по мелочи. Ты пока тут отдыхай, а мне нужно найти рощу, где друиды будут проводить ритуал с рогом. Ну, такая неплохая история закручивается. Так, забираем 100 искорок, побеждаем страницу. И следующее у нас это открыть эпические сундуки. Переходим, и вся надежда на то, что мы с 3 попыток вытащим нового эпического героя. Да, мы его вытаскиваем, прекрасно. Я уже крайне доволен. Не надо будет тратить до попытки. Еще 20 карточек. Хорошо. Ну и тратим 134 изумрудика, открываем 3-й сундук. Но лучше бы изумруды дал. Ну ладно, еще 20 карточек. Все, это мы выполнили. Забираем 350 искр. Что нам нужно? Активируйте гильдейский бонус 4 раза. Здесь у нас призовите полубогов. И здесь у нас найдите 650 душ редких героев. Так, ну. Переходим мы в бонусы. Тут у меня еще 2 дня. Здесь 4 дня. Ну, значит, просто продлим бонусы, да и все. 2530. Этот я не буду покупать. Что там у меня еще? Вот у меня еще хаос на 7 дней. И хаос на 7 дней. Все. Выполнили мы это задание. Забираем 350 искр. И идем искать души редких героев. 650 штук нам надо найти. И опять же пойду в магазин. Все равно попытки надо тратить. Мне вообще никакой магазин не нужен. Я же выполнил задание. Выполнил я это задание. Получаем. И забираем даже чуть побольше душ. Вообще сказка. 2930 вместо 1500. Отлично. Так, здесь тоже забираем. Забираем все наградки здесь. Да, вот это порадовало. Что-то она очень хорошо падает, притом отовсюду, я смотрю. Эта девочка синенькая. Мотылек. Отовсюду она сыпется. Что есть очень хорошо. Так, ну здесь мы забираем наградки. Как раз у меня там откроется еще один легендарный сундучок в боевом пропуске. Вот, все, забрали. Так, это задание мы выполнили. Забираем 500 искр. И идем убивать проводника. Соответственно, проводник. В бой.
Так, варлорда за изумруды. Ты мне лучше скажи, у тебя кто есть вообще? Или это будет твой первый самый варлорд? Масура попросила провести ее в рощу для ритуалов. Ведь так? Да, и я прекрасно знаю, где она находится. Потому что роща должна была принадлежать нам, а не друидам. Сейчас не время возвращаться к этому давнему спору. Послушай Масуру, нужно остановиться, ведь... Не смей мне указывать. Ну, не смей указывать, так не смей указывать. Вообще без проблем. Сносим ему стол. Ловлик, я же говорю, ты мне напиши, у тебя... А, это первый самый варлорд будет. Ну, тогда я бы советовал, честно говоря, тебе пирата. Пират для первого варлорда подходит замечательно. Следующего, ну, скорее всего, даже я бы посоветовал Огра уже брать. Так, вот так вот ставим. Ну и добиваем его. Я перестала тебя уважать, когда ты встал на сторону друидов. Сама разберусь, что мне делать. Как же тяжело быть лордом-хранителем. Масура уже, наверное, отправилась в рощу, так что ты тут теряешь со мной время. Ну и отправляйся к праотцам. Мать Тереза. Да не за что, Ловик. Успехов тебе в игре. Так, 125 искорок мы получаем. 31 карточку. Так, проходим это задание. Так, ну, соответственно... Что вы тут мне все подсовываете? Вот у меня аж душа болит, когда я на это смотрю. Так, забираем 450 искорок. И здесь нам нужно найти укротительницу Аргиуса или Имаго. Вот я хочу попробовать... Во-первых, это сделать в сундучках. Я специально накопил 3 эпических сундучка, вдруг упадет. Нет. Ну давай, давай, я скрещиваю пальчики. Нет. И последняя попыточка. Тоже нет. Но прекрасно на самом деле, что упал Ужас глубин. Ужас глубин мне очень нравится. Отличный герой и немало помог мне в приключениях. Ну, раз с этим нам не повезло, сейчас посмотрим, какие синие карточки мы можем перевести в эпике, чтобы срубить как можно больше искорок. Так, ищем синьку, ищем природу. Так, и смотрим. Во-первых, мы можем перевести сходу 360 карточек в эпика. Но надо ли это делать, я не уверен. Ну, почему бы и нет. Так. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Что у нас там еще? У нас там Драгара. Где у нас Драгара? Вот у нас Драгара. Эволюция. Хватает нам? Да, все. Сделали. Перевели. Забираем. 1150 яичек уже. Так, и надо нам победить теперь Пройдоху. Ну, погнали побеждать Пройдоху в бой. Ребятушки, всех рад приветствовать. Если есть какие-то вопросы, пишите. Эй, лорд-хранитель, есть минутка, чтобы поговорить о моем вознаграждении. Да ты издеваешься, что ли? Ой, я и не думал, что ты так быстро догадаешься. Я теперь в доле с Масурой, и мне надо тебя задержать. Я тебе это припомню, друг. Ох, зря ты это, сатир, зря. Зря. Так, ну опять же сносим стол, чтобы у нас было больше свободных клеток. Ну, сама еще подставилась, ну хорошо. Тогда начинаем продамаживать его. Ничего. Ну все, сейчас уже должны победить. Пройдоха. Это зловредный оказался. Так. Ну и побеждаем. Каждый крутится как может, сам понимаешь. Ей бессмертие, а я всего лишь попросил несметные богатства. Вот не зря тебя друиды хотели из леса выгнать, ох, не зря. А я еще заступался за тебя по дружбе. Я вам всем еще покажу. И этим выскочкам-друидам в первую очередь.
Ну, попробуй что-нибудь нам показать. Победили мы пройдоху, 31 карточка, 150 искорок. Так, идем дальше. Сейчас, насколько я помню, в башне надо будет монетки потратить. Да что ты мне все подсовываешь это? Так, да, потратьте 1300 монеток в башне. И вот здесь встает вопрос. То есть, ну вот этот крендель мне нахрен не нужен. Вот абсолютно не нужен. Вот либо его, либо просто потратить, она, ну, как бы более продуктивная. Я выберу, наверное, это. Пускай я потрачу 2500, ну, ничего там, где-то сэкономлю. Потому что реально хороша она. Мисс Лапен. Ладно, выполняем это задание, получаем 600 искорок, и духовные связи у нас уже сделаны. Так, ну и надо нам победить злодейку. Идем побеждать злодейку. В бой. Такие, да, мотылечки. Ты все еще здесь? Прекрасно. Я как раз пришел закончить с твоими планами. Думаешь, я тебе все это время ждала? Просто Рок появится в роще в определенное время. Но раз уж ты здесь, я не против снова подкрепиться твоей энергией перед решающим моментом. Так, у нее у нас дает перед атакой союзника пробивание 2. Ну, хорошо. Пробивание, пробивание. Да, пробивание работает. Но это мало чем поможет. Мы побеждаем. Будь ты неладна, я не могу сопротивляться твоей магии. А теперь прощай, мои помощники и тебя пока развлекут. Праздник как-никак. Ну, посмотрим сейчас на их развлечения. Что они там нам придумали. 31 карточка, 175 искр. Еще 800 искорок. Ну и нам до 8 уровня надо было прокачать героя. Мы это сделали. А здесь задание потратить 1000 изумрудов. Ну, нет у меня сейчас 1000 изумрудов. Забираем 1800 и получите 2 легендарных героев при совершении призыва или в сундуках. Кроме сундуков магазинов событий. Ну, я этих героев буду доставать вот отсюда. Вот как раз, да. Мы берем первого. Что нам упадет? Может, двойной? Нет. 110 красной жрицы, хорошо. Забираем второго, может, здесь. Ну, нет, здесь 100 госпожа смерти. Ну ладно, тоже неплохо. Выполнили мы это задание и, соответственно, завершаем мы вторую главу. Завершаем мы ее, победив Драгару. Идем и побеждаем Драгару. Приятно видеть твою слабость, лорд-хранитель. Надо было с самого начала Масури посоветовать жизнь тебя вытягивать, а то она стольких без еды оставила. Какая же ты все-таки злопамятная, рано радуешься. Так, я понял, я понял. Что мы туда вот так вот сыграем просто здесь. Стол подчистим. То, что она там нанесет нам копейки, ничего страшного. Ставим Грейс. Прошу прощения. А, у него тоже есть что-то типа того. Ну ладно. Все равно мы побеждаем. Кстати, можешь попробовать новую забаву и попрыгать через огромный костер. Что он там, Ивана Купала, что ли? Хоть ты отобрал у шаманов место силы, я все еще могу вызывать огонь. А пока все суетятся из-за пожара, мы умокнем Рок. Разве ты не понимаешь, к чему это приведет? Рок нельзя использовать в корыстных целях. Баланс может быть нарушен навсегда. В панорамике вот это, я так понимаю, пасхалочка, да? Баланс может быть нарушен навсегда. Когда он, блин, был этот баланс-то? Это все сказки, которые друиды придумывали для глупцов. Так, 200 искр, 39 карточек Драгары, и мы завершаем вторую главу. Забираем еще 1000. Получаем 250 эпических карточек, 3 призыва, и награды в сундуках рулетки увеличены. Ну, замечательно.
Так, ну и за прохождение 3 главы нам предлагают вот такие награды. То бишь Масуру Дыхание Ветра, медаль, 5 свитков и награды увеличены. Ну, как раз Огр, кстати. Ну, я пойду. Хотя из Огра победим и это пройдем. Ну, главное вот это задание нам пройти. Так, перейти. Тратим 40 в бой. Ну, будем сейчас пытаться. Если что, может быть, немножечко задонатим. Так, все, подумали, что пожар начался из-за сатиров. Мол, слишком буйно веселились. Было обидно, но они еще пожалеют. В конце концов, это сыграло на руку Масури. Даю тебе последний шанс убраться с дороги. Нет? Ну, ты сам напросился. Мгм. Давайте вот так сыграем. Не будем ему даже малейшего шанса давать. Убиваем ее. Так, ну, поставим Флосса. Да, конечно, награды хорошие за прохождение 2 главы. Ой, точнее 3 главы. Награды просто великолепные. Тут ничего не скажешь. Но вот осталось только попытаться пройти ее, и вот все у меня упирается в вечную высоту. Я думаю, что нарушение баланса и необратимые последствия можно тебе не рассказывать. Нужно лишь, как обычно, предложить награду побольше. Твое честолюбие всегда было больше жадности, поэтому, если ты сейчас сделаешь кое-что для меня, проси, что хочешь. По рукам, смотри, не обмани. Но переобувается прямо на лету, блин, подметки режет. Сатир этот. Победите приятеля, приятель, блин. 225 искорок. Ну и переходим мы к самому такому зловредному заданию, в котором вечные проблемы возникают. Я очень надеюсь, что все-таки упадут тут яйца. Легендарный сундук 4 раза. Надеюсь все-таки на Масуру. Да, падает 40 карточек сатира. Ну, это капец. Это фиаско, братан. Да-да-да. Отлично. Отлично. Масура не упала. Так, ладно. Откроем тогда бонусный сундук. Может, искорки еще упадут. Ну, да блин. Ну вот что мне этого сатира нападало? Твою дивизию. И сколько мне надо? 455. Так, ну сейчас посмотрим, что там у нас. Скидки там, да, у нас неожиданная подмога есть. 2500. Наборы событий. 2500. Ну, я могу со своими финансами себе позволить только вот этот наборчик. Сейчас, ребят, буквально секундочку. Я все сделаю. Все. Купил я эти 1250 искорок. Откроем мы сейчас, получается, 4-й сундучок. На этом мне уже хватит. 38. Открываем. И все равно мы не получаем. Ну, хотя бы Драгара выпала. У меня ее тоже не было. Но что-то на Масуру нам вообще не везет. Категорически при том. Так, забираем 1200. Сейчас мы тогда сыграем 2 игры за Огра. Так. Победите других игроков, используя облик Огр Крушитель 2 раза. Так, других игроков это у нас подразумевается, я так понимаю. Так, что нам там еще дали? 20 за покупку. Ну, постараемся пройти как можно дальше. Деваться некуда. Так, нужно нам 2 победы. Давайте их и сделаем тогда за Огра.
Так, что-то мне это уже начинает не нравиться. Что-то мне уже тут начинает не нравиться. Как-то все очень жестко. Давайте вот так вот попробуем. Так, вампиризм у него 4. Убить не должен, по идее. А, он стрик ставит. Блин. Тогда лучше бы убил бы. Ёж твою медь. Ну это фиаско, братан, вообще. Просто жесткая фиаско. Нам остается только сыграть вот так, да? Но нам это мало что на самом деле даст. Здесь что-то как-то очень жестковато. А, ну правильно, почти 15 тысяч мощь. И вот что здесь делать? Ну, по идее, надо сюда ставить. Но это прискорбно. А, ну еще и дракон. Единственное, что он наверняка все-таки на этого кинет, на какого-то чудика. Как бы это будет не очень страшно, но урон настораживает, конечно. Урон настораживает. Ну, будем перекрываться как можем. Так, 17-17, но это не смертельно. А вот это... Нет, это пока тоже еще не смертельно. А, все, убивает, да, 37 он там набрал. Блин, прискорбно. Прискорбно. Ладно. Сейчас будем возвращаться. Пытаться. Так, ну, начнем с Муны. Что здесь у него? Ну, какая пачка? Понятно. Но Легиона нет, есть Аматерасу. Есть Аматерасу у него. Так, здесь вот 50 на 50, как говорится. Ну, попали. Попали в 50. А, вот так вот. Пошла атаку воровать, да? Кого нам тут лучше отдать-то будет? У нее тридцатник. Давайте вот так вот сделаем. Щит-то мы с нее и так снимем. Поставим ей 16. Тем более добила. Я уже просто не верю, когда вот она 2 раза подряд попадает. Это вообще чудо чудное. Диво дивное. Так. Ну, что нам здесь? Ну, давайте поставим Флосса. Попытаемся продамажить сейчас вот тогда на максимум. То мы вычистили. Сейчас он кинет немоту. Ну, это логично. Абсолютно. Ага, и ставит он Ангелию. Так, ну тогда будем вот так вот ставить. Пустим ее сейчас до нормальных характеристик, а не до тех фантастических, которые у нее были. Да, камушки, все это понятно. Ага. Хорошо по своим камням лупит. Ну, мы тогда, наверное, вообще сейчас ничего менять не будем. Ход пропустим, да и все. Ну, прекрасно. Ну и прекрасно. А вот теперь можно кинуть Янимату. И поставить Риоха. Все, стол у нас чистый. И здесь нам уже ничего не должно помешать победить. Ну, то, что он там воровал, это нас не сильно пугает.
Вот, в принципе, и все. Пробились мы через него. Сундучок получаем. Большой, редкий. Так, ну и надо нам еще разок победить. Как раз можно открыть и бонусный сундучок победный этот. Так, здесь у нас все cool. Надо тогда морозить ее. Что у него вообще за команда? Да, здесь жесткая мадам Агония. Ну понятно. Все понял. Вопросов больше не имею. Ставить. Да, хрен его знает тоже. Нет, жестковато. Здесь одна агония, он 16 левел. Блин. Какие чудеса от меня тут можно ожидать? Ну, кину я даже если на нее не моту. Что это даст? Да ни хрена это не даст. Давайте вот так вот сделаем. Здесь 73 у него уже атаки. Ему надо по-хорошему кристалл сносить. Он просто заморозить решил. Ну и здесь я сдамся. Здесь бессмысленно. Алонсо красавчик. Так, попадается нам какой-то кореец. Оказывается, ты еще страшнее. Да ты сам, блин, нифига, как бы это не чудо-юдо. Рыбаки. Ставь свои рунки. 33-шечки. Ну, усиленно, но как бы ничего такого прям ужасающего-то и нету. Так, давайте его немножечко спустим с небес на землю и добьем, наверх. Нет? Не добьем. Сколько у него там блока-то? Он стоит на руне. Все. Я уж испугался. Думаю, ни хрена себе. Так. Как нам здесь-то лучше сделать? Наверное, придется отдавать. Поставим Ореоха. Блин, сколько он там блока-то ему дал? 40 блока. Ну, хорошо. Хорошо дал блока. Так. Остро. По-любому сейчас выходит. Начинаем бафать здоровье. Конечно, когда я взял дракончика, все стало, попроще немножечко. Пусть там частично, но стало. Так. Нам сейчас нужно поставить вот так. Ну, понятное дело, стрики пошли. Вот так вот даже. Вот это вообще грусть, печаль. На самом деле. И нифига. Ну, здесь, опять же, создаемся. Что-то какие-то больно интересные противники пошли. 13 тысяч. Но у него общая мощь 24. То есть, я вот не понимаю, как так люди карты качают. Он все остальные карты держит тупо на первом уровне. Вообще на первом уровне. То есть, если кто-то может подсказать, ребят, я с удовольствием выслушаю ваше компетентное мнение. Потому что это бред. Так, здесь. Вот опять же, 38 у него общая сила, 12 700. Все остальное. Блять, я в шоке. Так, а это у него Ванакаури, я так понимаю, да? Ванакаури на 189. Вообще шикарно, блять. Просто офигенно. Здесь сейчас нечего, в принципе, загонять. Так вот сделаем просто. Лечение у нас все равно пойдет. Понятно. Сейчас выгребем. Еще и Тесла невъебенная. Так. Так. Можно даже вот так вот попробовать играть. Либо на мороз рассчитывать. Да, и яды. Ну, плохо, что он... Очень плохо он в этом плане.
Вот этот выжил. И, собственно говоря, это хана. Он нам сейчас весь стол снесет. Да. О, на одном... А, все. В минус улетели. Ничего страшного. Ну какая-то хрень сейчас творится. Что-то. Я обычно спокойно держусь в 10-й лиге, там и до середины доходил. Здесь какая-то вообще дичь творится. Просто соперники какие-то мифические, блин. Сколько он там на 54? Твою мать. Ну, как я это должен убивать? Я ход пропущу. Просто ход пропущу. Теперь дам немоту и поставлю уже девочку. Потому что иначе это жесть. Вот так вот только если играть. Ну, тут девочка-то умирает. Взрыв 59. Аккурат при том. Как раз и это сбить, и мое всех убить. Ну вот. Вообще вот эту хрень не понимаю. Ну тогда вот так вот ставим. Так хотя бы они подохнут. Как раз там 24 должно допрокнуть. Да. Хоть с этим разобрались. Вот проще вот так вот сделаем. У нее там тоже где-то должна быть и острая. Если она сейчас выйдет, это будет очень грустно. Так, мы вот так вот ставим тогда. Потому что сейчас надо это делать. хп мы ему оставляем, но это уже точно должна быть победа. Иначе я не знаю вообще, как еще побеждать. Запускаем ход и добиваем его. Нормально. Прошли. Так, ставим на открытие как раз. Огр-крушитель пройдено. 245 карточек. Хорошо. Так, это мы проходим. Забираем 1200. Нам опять предлагают что-то купить. И здесь нам нужно вытащить 450 легендарных героев в сундуках. Это меня устраивает. Собирать так по максимуму. Ну и погнали. Первый. Уже сразу было понятно, что это не тот. Так, и второй. Ну, нет, там это расу. Ну вот не везет, хоть ты тресни. 2700 еще забираем. И говорят, нам надо победить глупышку. Идем побеждать глупышку. Тратим 40. И поехали. Суетишься, пытаешься что-то сделать, чтобы остановить меня. Поздно, лорд-хранитель. Драгара уже отправилась за рогом. Друиды защитили вход в рощу заклинанием. Войти может только тот, кто имеет особую связь с лесом, видите ли. Что же, если все кончено, я хотя бы победе над тобой порадуюсь. Так, здесь уже флосс пошел полноценный в бой. Отлично. Окей. Так, так, так. Так, так, так. Тогда вот так вот сыграем. Чтобы ее убить и здесь подслить. Так, ну теперь ставим своего флосса. И жить сразу станет веселее.
Ну все, в принципе, инициативу мы перехватили. Ну и как могло, в принципе, быть иначе. Так, ну, сейчас у нас не хватит, я так понимаю. Да, чуть-чуть не хватает. Ну, в начале хода добью. Ты правда думала, я не найду выход из этой ситуации? Мне, как лорду-хранителю, положено иметь козырь в рукаве. Вы с Драгарой будете разочарованы. Он преодолел ее ослабление какое-то. Победили мы глупышку. Забираем еще 1600. И вот теперь самое интересное. Нам нужно либо сделать призывы 20 полубогов, либо 40 тысяч яиц. И вот это уже будет очень сложно. Переходим. У нас хватает на одно открытие. Как раз еще будет сундук. Ну почему? Ну где моя Масура? Блин, это капец, блядь. Это вот он самое днище мне выдал вообще, вот какое только мог, блядь, выдать. Это пипец, господа. 5000 мы потратили, ну и все, в принципе, на этом квесте мы встали. То есть до 10 уровня у меня маркиз прокачан, то есть если я до сюда все-таки дойду, то мы проходим это задание. И вот Масура дыхание ветра до 12 уровня меня стопорит автоматически. То есть дальше я пройти не смогу. Ну вот как-то так. Буду я копить, соответственно, дальше искорки. Буду пытаться, потому что Масура мне по-любому нужна. Деваться тут некуда. Хочу я Масуру достать. Можно, конечно, да, ее потом с магазина вытащить, эту Масуру. Но это будет уже немножко не то. Так, ну а здесь подчистим. Ну, откроем, почему нет? Все равно буду набивать следующие для события потом. Ну, 211 Теслы. Тоже, в принципе, неплохо. До 11 ее прокачать, ну, нормально будет. Так, все. С этим мы закончили. И у нас, в принципе, осталось только еще пройти арену богов. Арена богов будет не самая приятная, потому что лед и пламя. Для меня это был самая отвратительная, наверное, вообще арена богов, которая только могла быть. Так, ну, давайте со стрелка начнем. Надо было на ход пораньше это сделать, но ничего уже не поделаешь. Ну, вообще, арена это очень нечестная. Здесь лед в очень проигрышном положении. Просто ужасает это. Ничего здесь ему особо не помогает. Одно хп осталось. За лед выиграть очень трудно. Пропускаем просто ход и побеждаем. Ну, за пламя, я помню просто, это прекрасная арена богов. Давно ее уже очень не было. И вот сейчас она опять вышла, и вот за лед играть это ужасно. Я не помню даже тогда, у меня нервы выдержали, или я плюнул на это дело. Как-то вот так вот. Ну, поздравляю, видишь, Драгара и Масуры, мне Масура не падает и все. Ну вот, хоть ты тресни, Масура мне не падает. Открыл я уже 6 сундуков, получается. 6 или 7. 7 сундуков я открыл. Из них 2 бонусных. И ни разу мне никакая там к чертовой матери Масура не упала. Так, что у нас дает эта девочка? В конце хода замораживает случайного врага, кроме зданий.
отлично. Делаем это. Так, он убивает. Мы его замораживаем. Вызываем духа пустоты. Так, и пройти мы тут никак не можем, да? Да. На первый ряд поставит. Я в этом был уверен, даже не сомневался в этом, что он это сделает на первый ряд. Так, а мы между тем ставим вот так вот. И все дружненько сливаем. Замечательно. Сразу же у него нашелся герой хаоса. Ну, кто бы сомневался, да? Так, тогда ставим вот так вот. Нормой умирает. Это ужасно. Это просто ужасно. Так, ну хотя бы атаку мы ему немножечко срезали. А, он дает ту же атаку. Ну, правда, только этому. Тогда нормально. Да блин, ну вторая выходит. Ну это уже полная чушь вот сейчас творится, начинает. Ну какого хрена вторая-то выходит? Не было, да, вот, пожалуйста, вторая тут же выходит. Ну, чушь, блядь. И мне не хватит сейчас добить его. Ну, не хватит, все, 55. У меня есть максимум пятнашка. Блин. Не хватает, к сожалению. Чуть-чуть, но не хватает. Сдаемся. Ну, вот это бред. Вот сейчас вот, когда вторая вышла, вот эта мини Мадам Агонии, я, в принципе, все сразу понял, что будет все печально. Так, ну Масуру-то мне по-любому надо будет доставать. Никуда ты не денешься. Союзником вокруг. Ну, тогда его, наверное, даже первого поставим. Ну, восьмерочку хорошо получим. Понятно? Началось. Ну, так, здесь мы можем вот так, в принципе, играть. Все, с этим мы разобрались. Ага, я понял. Начинаем позамаживать потихонечку. Хоть как-то пытаться. Ну, а блин, ну вот вышел с этим своим. Ну хорошо, хоть слили его сразу. Так. Давайте поставим вот так вот. Пока у нас получается удерживать два ряда. Но это ненадолго, я так понимаю, да? Понятное дело, ты поставишь именно туда. Ну кто бы спорил, блядь, пятнашка на. На, блядь. Ну, конечно, дух пустоты умрет там, блин. Трэш просто, блин. Тут же выходит она, да. Ну, блин, я не знаю, как еще здесь сыграть. Может, вы мне подскажете, как мне здесь еще выебнуться. Да, мы режем ему атаку. Но пока вам него хватает, чтобы пробивать нас. Так, уже, кстати, пошел урон от быстрой смерти. Вот, все, капец. Он убивает ее, да. Так.
Давайте мы пока даже вот так вот сыграем. Шипов тут нету. Мы тупо заморозим. Ряд у нас прикрыт этот. И копим пока быструю смерть. Ну, блин, ну вот... Я не знаю. Сколько у него шипов там? 6. Ну это не смертельно. Так, нам главное пробиться. И ты скотина. Ну все, это в принципе должна быть победа. Да, побеждаем. Ну, сейчас они как-то еще немножко поменяли ротацию героев здесь у льда. Раньше это было вообще жесть непроходимая просто, блин, творилось там. Еще стуичек и... О, хорошая девочка, очень. Очень он мне нравится. Ну вот как-то так мы все это сделали. Так, получается, мы будем получать за боссов. Так, я вот не помню, там 250, по-моему, да? Ну, то есть, грубо говоря, косарь я набираю вообще моментом с этим. И, в принципе, все. Так, тут можно тоже сундуки уже пооткрывать. Может, что упадет интересного, может, не упадет. Мастура та же самая эпическая, может, упадет. Нет, не хочет. Наша удача, наверное, на 1500 синих закончилась. Ну, хорошо, вот 189 карточек. Так, ну и все вроде. Все мы здесь пооткрывали, что могли. Следующий у нас там 150 изюма будет. И осталось нам, в принципе, до 5000, до 15 тысяч за 4 дня добраться. Подумываю я о том, чтобы купить вот боевой пропуск. Все-таки тема хорошая. Получить 1680 карт. 1875, там 2500 эпических. И все в таком роде. Это хорошо. Ну, посмотрим. Купим, не купим. Там дальше видно будет. Так, да, привет, Матвей. Ну, у меня вот вылетела игра, ну, получается, один раз. Но во время босса было крайне неприятно, потому что пришлось тратить 40 изумрудов левых, на которые я, в принципе, не рассчитывал. Вот. Ну, а так буду, получается, ждать яички теперь, искорки собирать. Ну и... Там уже как получится, но Масуру надо постараться по-любому как-то достать, потому что, ну, иначе это будет совсем печально. Иначе это будет совсем печально. Не везет и все. Да. Ну, блин, дороговато, конечно. Дороговато 2500. Такими средствами сейчас не обладаю. Ну, конечно, хотелось бы его прикупить. Мастуру, блин, хочется. Ну, зарплата еще не скоро, так что пока об этом даже не думаем. Ну что, а на этом, наверное, в принципе, будем и заканчивать. События мы прошли. Ну, насколько силенок хватило из запаса средств. Ну вот, как обычно, остановился я вот здесь. Это для меня в прошлый раз я все-таки прошел этот квест. Вот здесь этот, я как уже говорил, я прохожу этот, если я выберусь сюда. Ну и, соответственно, встану я только на Масуре, если не насобираю ее. Ну, вот этот уже тоже вряд ли. Так что буду надеяться хотя бы, что получается еще один сундучок открою. Ну, желательно 2, конечно, открыть легендарных. Ну и там, может, по мелочи еще добить, все-таки 3 открыть. И постараться получить Масуру. Вот такие пироги. 3 полубогов.
Так, а у нас есть еще, насколько я помню, свитки призыва. 4 штучки. Почему бы нам их и не потратить? Может, что интересное упадет. Ну вот уже упало. Ну, 580 карточек, хорошо. Упала рыжая бестия, тоже неплохо. Можно Грейс перевести на 10 уровень. Давайте еще разок. Еще 580 карточек синих, хорошо. И редкий и эпический костяной воитель. Еще 2 у нас осталось. Желаю вам больше удачи, чем у меня. Легендарка к нам приходить не хочет. Ну, 500 карточек, хорошо. Уже неплохо, уже не зря открывал. Ну да, все остальное шлак. 500 карточек это хорошо. Но вот, к сожалению, эволюционировать мне их не во что. Ибо Масура мне не упала. Все, еще раз тогда благодарю всех, кто был. Я думаю, можно будет на ютубе почаще тогда стримить. В принципе, комфортно, удобно. Ничего такого здесь страшного нету. Ладно, все, ребят. Всем спасибо, всем пока-пока, пока.